Здравствуйте! Мы с вами смоделировали рукав-реглан с выточкой. А сегодня мы будем его собирать. Как он у нас будет собираться? Значит, я уже сшила кофту спортивную. И вот этот рукавчик. Посмотрите, как хорошо он лежит. У меня он состоит из двух деталей. Ткань компаньон и основная ткань. И декор. На выкройке я поясняла, как это можно сделать. Вот такая будет кофточка. А сюда мы пришьем второй рукав. С чего начнем? Первое. Берем верх рукава, складываем края выточки. Четко намечаем линию сшивания, где вы будете прокладывать шов. Четко по выкройке ведете эту выточку до самого конца. Обязательно помечаете для себя центр ее внизу. Это вам поможет сложить ее красиво и здесь правильно сшить, чтобы когда сошьется, вот здесь не получился такой капюшон. Вы четко по линии должны сойти на нет. Очень плавно. Очень-очень, как она у вас нарисована на выкройке. Собрали две детальки. Иголочками себе в помощь и сшиваем. Второй момент. Если у вас ткань компаньон к основному рукаву, что вы должны сделать? Вот она так выглядит. Вы должны четко нарисовать себе линию притачивания детали и обозначить центр. Ровно-ровно обозначить центр. Вот такой точечкой себе пометить или иголочкой точку, где вы будете соединять эту деталь с этой. Сначала мы сошьем эту выточку, а дальше будем все это собирать и сшивать. Приступим. Значит, стачали мы нашу выточку и плечевой срез. Сделали. Все прошили мы по намеченной линии. Наша задача пойти на утюжок. И здесь уголочек выточки надсечь. Максимально допустимо до угла, до края выточки. Надсечь. Нагреваем утюжок. Открываем наш реглан изнанкой наружу. И будем делать шов стачивания нашей выточки в разутюжечку. В разутюжку. Можно делать допустимо, можно заутюживать. Но тогда отделочная строчка будет с одной стороны. Мое изделие предполагает отделочную строчку по этому шву. Она у меня будет расположена с одной и с другой стороны на 0,3-0,4 мм от шва. Значит, делаем. Для того, чтобы правильно разутюжить выточку, необходимо прежде всего вот так, как она лежит, в этом виде, не нужно весь рукав, только выточку, шовчик приутюжить. Но не выходя за край выточки категорически. Лучше 2 мм даже сюда не дойти. Вот даже можете пальчик вот так поставить. Нам нужно выровнять после строчки этот шовчик. Если в процессе обработки у вас может исчезнуть наметка, где у вас перед, где спинка, поставьте в таком дальнем углу, который утюг не будет захватывать, чтобы вы потом не путались, где перед, где спинка. А теперь аккуратненько берем, выравнивая вот так немножко пальчиками, помогая себе, раздвигаем эти швы. И не кладем сразу на весь шов утюг, а аккуратненько, придерживая снизу, но не натягивая, только чтобы раздвинуть эти швы
И чтобы с этой стороны нигде ничего не заломилось. Поэтому одна ручка придерживает снизу, а вторая держит утюжок и направляет его между швов. Аккуратненько между швов, не применяя никакого пара, никакой воды. Доходим аккуратно до края выточки. Пар мы применим тогда, когда мы убедимся, что выточка разутюжилась правильно, что у нас ничего здесь не заломилось, что здесь мы не потянули никакой капюшон, мы аккуратненько, потихонечку ее разглаживаем. Дошли мы до края нашего разреза. Уголок выточки остался необработанный утюгом. Пока что сохраняем так. Наша задача теперь, здесь же у нас скругление на плечо идет, он же у нас не ровная линия лежит. Поэтому наша задача не допустить вот в краю выточки вот здесь никаких капюшонов. Нам надо сейчас утюжком аккуратненько лишнюю слабину вот здесь сутюжить. Вот здесь мы вольны применить пар. Но наметим сразу вот наш уголочек, где мы отмечали центр, чтобы мы его не потеряли. Иголочкой укажем. Если у вас это ткань-компаньон, если у вас цельный рукав, то вам этого не надо делать. А мне надо, потому что мне надо будет соединять два угла четкой линией. Включаем пар и, заходя издалека от выточки, не приставляя плотно утюг, начинаем круговыми движениями двигаться к ее краю. Движемся к ее краю. Убираем пар. Смотрим. Все, мы можем здесь подсушить нормально, чтобы здесь не было. Видите, вот складки образовались. Этого нельзя допускать. Их надо убрать. Вот таким образом. И сутюживаем вот эту слабину, которая нам не нужна. Вот так, вот так. Все, слабину мы убрали. Ладно, намечу потом еще раз. Дальше наша задача вот этот уголочек разутюжить, а тот, который остался там 2 миллиметра, остались не разрезанными, в одну сторону заутюжить, чтобы у нас получилось здесь все очень и очень красиво. Держим пальцем разутюжку, а этот вот заутюживаем. Вот таким образом. Оп. И вот к плечику движемся. Все. Смотрите, как мы выровняли его. Видно ли с той стороны, я не пойму. Видно ли вам с той стороны? Наши действия. Зашли аккуратно к краю выточки. Зацепили неразрезанный краечек. А дальше то, что разрезано, в разутюжечку, не натягивая эту ткань. Ни в коем случае. Просто вот так. Просто вот так вот. С изнанки мы это сделали. Теперь мы можем хорошо разутюжить этот шов. Выгибаем по плечевому скату, по нижнему нашему, вот где эта ямочка, где наше плечо заканчивается и рукав уходит, реглан сюда вверх. Выровняли. Он у нас уже немножко приучен быть в разутюжку. И теперь тщательно, хорошо, ничего не натягивая ни в коем случае, применить немножко пара. Все, не углубляйте утюг ни в коем случае в самый край. Только вот так аккуратно, чтобы не было у нас здесь никаких колпаков, никаких капюшонов, а был рукавчик такой, как он нужен. Вот такой рукавчик у нас получился. И вот такой вот рукав, который уже в готовом изделии, вот он уже отстроченный. Вот он отутюженный, вот он ложится вот таким образом.
Вот это уже готовый рукавчик, уже прошедший примерку. Вот так вот будет выглядеть. А вот так вот он будет выглядеть с изнанки. Вот наша выточка. Вот, смотрите, как она. Где плечо, здесь есть свобода. А где край выточки, ее нету. Мы утюжком все убрали. А потом отделочная строчка, которая у нас здесь вот проложена. Видно ли ее вам? Думаю, видно, она чуть-чуть отсвечивает с двух сторон. Она еще больше сгладит вот эти выпуклости и очень плавненько приведет к краю выточки. Такая вот обработка присуща реглану с выточкой, которая не разрезает рукав дальше до самого низу, а только используя нашу выточку. А если вы разрежете до края, дадите припуски на швы и просто зашьете, у вас вообще не будет здесь проблем. Вы спокойно себе разутюжили или заутюжили в одну из сторон этот рукавчик, и все дела. И у вас все красиво, и все хорошо. Доводим до ума. Вот. Это обязательно надо сделать, поскольку без влажно-тепловой обработки пришьете рукав, вы потом не залезете в него, чтобы обработать утюгом эту выточку. Это делается на начальном этапе. Значит, первое, что надо сделать, это сшить выточку. Второе, произвести влажно-тепловую обработку. И третье, соединить ткань-компаньон с основной тканью рукава, если таковые имеются. Если таковых не имеются, то просто стачать шов боковой или шов соединения рукава. Вот и все. Мы идем пришивать нашу ткань-компаньон к основной ткани. Значит, произвели влажно-тепловую обработку. Для тех, у кого есть ткань-компаньон, рукав состоит из 2 или 3 деталей. Сначала обрабатываются детали, только потом они соединяются. Мы обработали влажно-тепловой обработкой нашу выточку. Теперь надо ее отстрочить отделочную строчку, ту, которую вы выберете. Сделаем это, когда отделочная строчка будет уже проложена, ее слегка приутюжить, а можно это сделать потом. Все-таки приутюжить сверху будет вам проще, но правильно сделать сразу. Далее, как соединить? Это для тех, у кого рукав состоит из нескольких частей. У кого состоит он из одной части, вот просто рукав, соединили эту выточку, отстрочили отделочную строчку, все, собрали боковой шов рукава и все, и соединили. Прострочили, и ваш рукав уже готов. Потом вы делаете отделочную строчку. Нам же надо сейчас потрудиться. Что для этого надо? Надо определиться, какой ширины будет шов притачивания. У меня будет 0,7. Что я делаю? Провожу здесь, я не провожу, а вы должны провести здесь линию относительно края, как на выкройке. Довести до центра, определить четко центр вот этого угла. Если он у вас такой угольный, как у меня. Если он круглый, то не надо, то вы просто по кругу строчите и все, соединяя центры 2 деталей. Если вот такой случай, когда треугольник, значит, надо четко определить центр этого треугольника. Ширину выбрать строчки. 0,7 у меня. Я сразу иголочкой пометила себе. Или карандашом точечку сделала, где у меня будет стыковка с другой деталью. Вот я иглу вставила в эту точку. Вот. Ставила. Ровно, не под углом. Ставила. На второй детали. С изнаночной стороны определяю точно так же центр вот этих 2 сторон и ширину
строчки 0,7. Нахожу эту точку. Значит, у меня здесь игла стоит. Значит, я должна и сюда попасть в эту точку точно так же. Вставляя иглу вот в намеченную нашу линию. Вот таким образом. Есть. Вот мы соединили две детали, которые должны быть вот так. Видите, уголок торчит. Но края их пошли, куда они захотели. Видите, вот мы соединили, а край сюда пошел. Что вы делаете? Ничего страшного в этом нету. Для того, чтобы соединить правильно эти края, вы можете на этой иголочке поворачивать эту деталь, фиксируя ее в одном положении. А хотите, вот этот краюшек одним сметочным стежком приколите, чтобы он у вас был неподвижен, как вам нравится. С иглой гораздо проще и удобней. Вот он у вас зафиксирован, эти центры никуда не денутся. Вот пусть они там себе живут. А вы, объединяя края, срезы двух деталей, прикалываете их иглами при необходимости. Определяете, по какой стороне вы будете строчить. Я буду строчить по белой стороне. Значит, иглы я закалываю с этой стороны. Вот с этой стороны. Вот так. Есть. Дальше идем. Ой, у меня выскочил, но это не страшно. Все. Дальше соединяем эти края. Есть. Нам 2 игл достаточно. Вот оно все легло как надо. Видите? Делаем то же самое с другой стороны. То же самое. Объединяем наши краешки. Зафиксировали. Дальше идем. Наши краешки, ну вот видите, мы краили, они сами ложатся. Их не надо не направлять ничего. Они ложатся, потому что они вырезаны вместе и на полочке, и на рукаве, и на верхней детали нашего реглана. Вот для удобства соединения вот этого противного угла вы можете просто взять, приметайте на всякий случай себе, если вы неопытны. Вы можете просто взять и надсечь для удобства, повторяю, для удобства, надсечь, не дорезая до нашей намеченной точки 2 миллиметра. Не дорезая. Вот таким образом, надсечечку. Это только для того, чтобы вы имели возможность вот так развернуть эту ткань. И вам тогда очень легко будет ее соединять. Можно не разрезать, дойти иглой машинки в эту точку, провернуть вот так ткань, выровнять, она будет лежать вот таким образом, выровнять, излишки убрать в отработанную часть и дальше идти по срезу. То есть это 2 варианта. Я всегда разрезаю, мне так проще, быстрее и удобней. Начинаем работу. Вот я эту иглу зафиксировала, чтобы она не выпадала в угол нашей нижней детали. Перед тем, как начинаем работу, мы подготовили ее, но обращаем внимание на то, какие нитки где у вас заправлены. У меня нижняя часть черная, верхняя светлая. Соответственно, в шпульке черная, сверху светлая нить. Если вы сшиваете выточку черную, то у вас должно быть 2 нити черных, и верхняя, и нижняя. Вот. И начинаем, я покажу вам, как это соединяется. И начинаем строчить, не боясь. Все получается, все нормально. Вот обращаю ваше внимание, мы дошли до этого уголка, которого все так сильно боятся. Бояться его не надо. Надо главное, чтобы вот эти срезы, посмотрите,
вот этот срез не уходил вот так в сторону. Его надо обязательно положить вот так. И вот ваш уголочек здесь торчит. Он не должен уйти от края работы. И мы вот таким образом должны прийти вот в эту красненькую точечку. Сейчас я вам ее покажу. Вот она видна, эта точечка, маленькая такая точечка. Я должна поставить, дойти до этой точечки и иглу зафиксировать в ней. Сделать здесь небольшую закрепочку, буквально в 2 стежка. Это для того, что мы будем дальше ее разрезать, чтобы она не расползлась. Все, мы берем и смело это делаем, не боясь ничего. У нас все закреплено, все намечено. Мы знаем, куда нам ехать машинкой. Дошли вот в эту точечку. Смотрите, вот у меня игла стоит в этой точке. Вот оно видно, что вот она в той точке там стоит. Видите? Я беру малым ходом, не спеша, возвращаюсь в ту же самую строчку. 2 стежка назад я просто ее закрепляю. Раз, два. И опять раз, два. Возвращаюсь в эту красную свою точечку. Что нам надо делать дальше? А дальше мы берем излишек ткани, уводим в другую сторону, вытаскиваем нашу иглу, которая фиксировала, она нам уже не нужна, она нам может только помочь здесь выровнять этот уголочек. Смотрите, выравниваем, видите, выравниваем там внутри, выравниваем, стоит игла, подтягиваем вот этот край к краю нашего черного полотнища, вот так. И продолжаю работу в этом направлении на ширину нашей строчки. Уже иголочку можно убрать. Раз, два, обратный ход. И поехали. Сделали. Наша задача проверить. Наша задача проверить, а правильно ли мы совместили наши центры, а не тянет ли где что. Вот это мы дорежем, оно сейчас будет немножко тянуть, но перед этим надо непременно убедиться, что все наши центры, все соблюдено и все легло так, как нам надо. Смотрим. А у нас легло, смотрите, все как надо. У нас такой уголочек, вот он красивый, хороший. Все у нас получилось. Мы соблюли все центры. Вот, удаляем ненужную ниточку. И теперь мы смело вот этот белый наш край дорезаем до этой красной точечки, на 1 миллиметр не доходя. Все. Это мы делаем только для того, чтобы наш угол был еще острее и хорошо вот здесь лег. Хорошо лег. И когда вы сделали это, вы должны подумать, как вы будете делать отделочную строчку. Куда она у вас будет смотреть? То ли она будет наверх рукава направлена, то ли она будет в другую сторону направлена. От этого зависит обработка с изнанки вот этого края, вот этого уголка. В моем случае рукав будет вот здесь обрабатываться по черной стороне. Убеждаемся на готовом уже рукаве. Сравниваем. Да, вот он у меня сюда пошел. Вот он у меня. Завернут, заутюжен на черную сторону. Вот он. Значит, я должна здесь повторить то же самое. Если я буду вот сюда его заутюживать, смотрите, что получается. Вот этот кусок ткани вот сюда и сюда, мне это уплотнение не надо. Вы просто берете и повторяете вот этот срез. Смотрите, вы повторяете точно так же, как на белом у вас. Хоп! Все, вы освободили этот угол для того, чтобы ваша работа
при проведении отделочной, выполнении отделочной строчки легла очень красиво. И вот как она у вас ляжет, посмотрите. Вот таким образом она у вас ляжет. Эти края будут лежать в одной линии. Ну что же, нам осталось только прострочить отделочные строчки на этой детали по краю соединения и на выточке. А дальше мы будем его соединять. Он имеет всего один шов у нас, рукав одношовный. Мы будем соединять его шов. Дорогие мои девочки милые, начала строчить отделочную строчку и подумала, сначала думаю, ну что прямую строчку я буду показывать, отделочная строчка при соединении рукава. Вот мы отстрочили нашу выточку, обработали срезы с изнаночки. Вот мы обработали срезы, не обработали, а отделочную строчку прострочили на деталях, которые мы соединили. А теперь соединили наш рукав по шву притачивания. Вот он у нас один. И я все же решила, начала шить и думаю, это надо объяснить. Посмотрите внимательно. Вот когда вы производите, выполняете отделочную строчку, вы выбрали нужную ширину стежка. Она должна быть несколько больше, чем на шве соединения. Если здесь 2 или 2,5, то здесь возьмите 3, 3,5 в зависимости от толщины ткани. Чем толще ткань, тем больше стежочек. Это я должна объяснить. И вот смотрите, вот она вся хочет вот так вот лечь. Но нам так нельзя пришить, потому что уйдет вот сюда. Наша задача, не сильно натягивая, смотрите, выровнять так, чтобы плоскость нашей работы была идеально ровной, без всяких, но не растягивая до безумия. Ни в коем случае, просто выровнять пальчиками, чтобы здесь не было наплыва этого шва, чтобы он шел ровненько. И короткими пробежками, очень короткими. Даже если вы выровняли вот на такое расстояние, не надо запускать машину в свободный ход, а вот работаете там, где находятся ваши пальцы. Соответственно, снизу изделия вы смотрите, чтобы этот шов лежал ровненько, и вот эта часть рукава сюда не попала. Вот, чтобы он тоже лежал в натяжечку небольшую, ровненько. Расправили и поехали. Вот смотрите, как вот идеально, вот плоскость повторяет плоскость нашей машинки. Здесь нет никаких заломов. Если вы пустите в свободный ход, вот здесь может получиться наплыв. Верхняя ткань может пойти перекоситься относительно нашего лежачего шва. И когда вы достанете из-под машинки, он будет весь жеванный. Вот так вот, вот здесь будут вот такие вот перекосы. Вот, чтобы этого избежать, я вам рассказываю эту нудную теорию, но ее надо знать. Вот где вы пальчиками зафиксировали, не натягивая сильно, мы продолжаем движение машинкой. Вот, дошли до пальчика, остановились, как бы вам ни хотелось, вот оно легло уже ровно и надо шить. Нет, надо убедиться, что снизу шов, пальчиками прощупываете, ведь он состоит из двух слоев, смотрите, из двух слоев. И вот один слой при вот таком положении короче другого. Один может уехать из-за зубчиков машины чуть ниже и не захватиться отделочной строчкой. Понимаете, поэтому здесь максимально ответственно, потому что это лицевая сторона нашего изделия, и она должна быть у нас идеально красивой. Изнанка тоже. Это надо иметь в виду и ни в коем случае не игнорировать. Вот дошли до пальчика. Смотрите, у нас все лежит ровненько. Нам ничего не надо потом выравнивать, натягивать, утюгом исправлять. Вот он лежит идеально ровненько. Вот на это я обращаю ваше внимание. И вот такими движениями вы доходите до самого края нашего рукава короткими моментами, плавно, не спеша. Вот мы
не спеша дошли до самой узкой части нашего рукава. Мы работаем внутри нашего рукава. Видите, какая шапочка уже здесь накопилась? Ничего, мы руками выравниваем. Здесь уже меньше пространства для того, чтобы мы работали, да, но тем не менее короткими движениями. И когда вот самая узкая часть рукава, здесь вот заламывается, бывает. Смотрите, просто ручку внутрь вставляете и, раздвигая пальчики, вот так вот его выравниваете. Затем зажимаете, переворачиваете, смотрите, как лежит этот шов. Прижали, вернулись к нашей шапочке, пальцами удерживаем и короткими пробежками до нашего пальчика строчим. Дальше точно так же. Вот, короткими движениями мы его выровняли, он хорошо лежит. Но периодически мы все равно убеждаемся, что у нас там происходит, что там творится вот в этой области. Не расслоилась ли вот эта ткань. Обязательно убеждаемся в этом, это очень важно. И не тяните, не зверствуйте, пожалуйста. Вот легонечко выровняли и поехали. Нам перекосить рукав никоим образом нельзя. Он должен у нас быть очень красивый и ровный. Закрепляем. Не делайте очень больших закрепок, длинных. Они портят внешний вид изделия. И вот аккуратненько, аккуратненько, чтобы не цеплять зубцы машины, эта ткань, видите, плетение какое, очень чувствительное, оно очень легко цепляется за зубчики машины. Мы должны вытащить так аккуратненько, чтобы здесь не оставить никаких заусенец, ничего. И у нас получится прекрасный ровный шовчик и с одной, и с другой стороны. Вот так мы его уже сделали. И на утюжке мы просто его доведем до ума. Мы же его жмакали, как хотели. Понимаете? Вот и все. Вот и все, что касается обработки самого рукава. А сейчас его нужно проутюжить, убрать ниточку, которая где-то там осталась. У меня уже пришита обтачка, еще раньше я ее пришила. Срез у меня не обработанный будет. Вот, я иду на утюжок, а затем будем втачать рукав в пройму. Отутюжили мы рукавчик. Вот такой вот у нас получился, прекрасный. Посмотрите, какой ровненький срез идет. Хорошо, красиво все. Далее смотрим, как у нас стыковались швы. Все ли здесь ровненько, ничего ли подрезать не надо. У нас все идеально. Вот, соответственно, этот шов проверяем. Все ли у нас по срезу идет ровненько? Все, ничего нам резать не надо. Мы краили точный крой. У нас очень хороший и удачный крой. Нам надо теперь этот рукавчик втачать в наше основное изделие. Один рукав я притачала. Значит, я смело просто в другую пройму вставляю второй рукав. Ваша задача убедиться, чтобы правый рукав шел на правую сторону. Значит, перед к переду, спинка к спинке. На рукаве у вас все подписано, помечено. Левый рукав шел в левую часть изделия. Это вы проверили. Далее, когда вы шили свое изделие, вы швы или разутюживали, или заутюживали в какую-то сторону и прокладывали отделочную строчку. Убедились, что если на вашем изделии шов, вот этот шов уходит на спину, то в рукаве, когда вы строчите отделочную строчку, он идет наперед. Дальше. Все мы это сделали, проверили. Вот наше изделие, вот эта пройма перед нами. Вот она. Нам надо сюда вставить рукав. Что мы делаем? Выворачиваем наш рукавчик на лицевую сторону. Вывернули. Вот он у нас. Берем шов на рукаве и шов на основном изделии. Складываем шов ко шву.
Я надеюсь, что это видно. Шов ко шву сложили, вот шовчик в шовчик, прям вот они стыкуются между собой. На изделии швы ушли вправо, на рукаве влево. У вас может быть наоборот. Но главное, чтобы они не ушли все швы в одну сторону. Нам утолщения не надо. Это мы избегаем вот здесь дополнительного утолщения. Закрепили. Закреплять лучше со стороны рукава. Я закрепляю, так это как-то по-немецки, не знаю, потому что я вам его показываю. Иначе бы я повернула изделие к себе и вот так бы закалывала его. Дальше. У нас прекрасный точный крой. Погружаем все наши дела. Выворачиваем наизнанку. Рукав наш внутри там. Уже прикреплены швы. И смотрите, у нас точный, очень точный крой. Вы видите, как рукав лег сам. Его не надо вот двигать, направлять, где-то он перекашивается. Вот у вас насечка, контрольная точка. Я свой декор разместила именно ориентируясь на эту насечку. И вот он у меня сам лег. Не надо ничего дополнительно не двигать, не подтягивать, не натягивать. Вот он лег и все. Вот в этом и заключается точность кроя. Дальше мы с вами краили этот рукавчик, да, одновременно и рукав, и одновременно и основную деталь. Он просто ложится. Ваша задача. У меня, видите, как скручивается мой трикотаж двунитка. Вот, ваша задача уравнять верхние срезы. Уравнять так, чтобы попадал, ширина шва вашего попадала вот на соединение двух тканей. Не было вот такого треугольника. Это неправильно. Они должны быть, значит, вот вы ищете эту точку, и вот здесь вот будете прокладывать строчечку. Не вот здесь, а вот здесь. Вот так вы должны соединить. Здесь будет небольшой уголочек, вот выходить наружу. Это нормально, это правильно. Соединяем эти края иголочкой. Дальше по срезу, пожалуйста, захотите, тыкайте иголочек сколько вам надо. Вот как вам удобно, вот столько их и тыкайте. Если вы не уверены, что по этому круглому срезу у вас строчка, может, ляжет как-то не так. Все, закрепили для своего удобства. Пожалуйста, столько игл, сколько вам хочется. Сделали это. Сделали. Повернули изделие, но оно будет расположено к вам. Вот так вы стоите и к себе располагаете, тогда это удобнее делать. А я это делаю так, чтобы вам показать. Смотрите. Рукавчик подправляете немножко. И смотрите, вот он сам лег на эту, вот она, эта насечка, видите, вот она. Вот он сам просто лег. Вот это и есть хороший, идеальный крой. Вам ничего не надо подтягивать, натягивать. Он ложится, потому что он так скроен. Берем по спинке уголки эти и выкладываем так, чтобы оба среза сошлись в строчке, которую вы проложите вот здесь. Правильно сошлись, чтобы у вас здесь не было, не торчало вот так вот. Вот тут строчка, а здесь часть черной детали рукава. Нет, ни в коем случае. Все должно быть правильно. Вот так. Вот. И вы вот здесь, захватывая обе ткани, и рукава, и спинки, прокладываете строчку. Это очень важно, эти края соединения, потому что вам еще обрабатывать горловину, и она должна быть идеальной у вас, она должна хорошо ложиться. Все, и мы прокладываем той шириной строчку, которую вы себе задали, и по кругу прострочили. Занимаемся этим, приступаем. Качали наш рукавчик в пройму. Вот он хорошо лег.
проконтролировали, когда втачали, чтобы нитки соответствовали цвету ткани, чтобы не получилось, что мы черным забыли и черным прострочили дальше. Такое бывает. У меня так точно бывает иногда. Прострочили. Теперь наша задача проложить отделочную строчку. То есть зафиксировать наш рукавчик. И смотрите, какая здесь история. Вот здесь могут быть разные варианты. Рассматривать их можно в разных аспектах. Воспринимать этот рукав как в данной интерпретации, как кокетка. Грубо говоря, мы не берем во внимание, что это реглан. Мы просто смотрим на изделие и думаем, что это кокетка. Если это кокетка, то отделочная строчка всегда проводится, прокладывается по кокетке. Она находит на основное изделие. Я так для себя и решила, что я хочу сделать так, чтобы эта деталь на моей кофте была ведущей деталью. Почему? Потому что она будет смотреться красиво, если она будет и по рукаву, и по изделию будет поверх него. Значит, отделочная строчка будет на этой кокетке. Она создает некий рисунок, дополняющий наш свитер. И смотрите, как сделана отделочная строчка на первом рукаве. То, что касается нашего реглана, отделочная строчка идет по самому реглану, по нашей ткани компаньону. А то, что идет под мышечкой у нас, под рукой, идет отделочная строчка по основному изделию. Что это дает? А дает это вот что. Когда мы оденем вот сюда руку и опустим ее, опустим ручку, то наш шов ляжет вот так вот, ровненько и хорошо, нигде не заламываясь. Будет вот так. Будет вот так. Если мы отделочную строчку эту проведем на рукав, загибая шов стачивания, то у нас полочка будет задираться вот сюда. Понимаете? И когда вы и зафиксируется здесь, а тут вы еще и руку опустите, и у вас под рукой будет, бог знает что, целая куча складок и ткани и всего прочего. Так вот, если вы тоже примете решение, что у вас будет сделано, верх реглана будет выглядеть как кокетка, вы должны отделочные строчки проложить непосредственно по этому верхнему срезу реглана, верхней детали реглана. А нижнюю его часть обработать отделочной строчкой, уводя шов стачивания на основное изделие. Как это будет выглядеть с изнанки? Смотрим. С изнанки это будет выглядеть вот так. Вот наш необработанный и вот наш обработанный рукав. С изнанки это выглядит вот так. Видите, один шов ушел на изделие, один шов ушел на кокетку. Когда вы это все обработаете, прострочите строчки отделочные, все, разрезали все, когда вы будете носить это изделие или сдавать своему заказчику, вот этот срез вы должны привести в порядок. Либо ручным швом немножечко его облагородить, чтобы он у вас вот так вот не был, он еще не облагорожен у меня. Вот. Но это обязательно надо сделать. Соответственно, когда вы притачаете этот шов, вот этот краюшек тоже надо ручными стежками привести в полный порядок. Значит, мы решили, вот наш рукав, еще только мы втачали его. Значит, мы решили, что у нас по верху пойдет на кокетку, а по низу пойдет
на основное изделие. Ориентиром для этого является наша контрольная точка, наша насечка, которую мы делали, когда краили. Потому что мой декор идет именно от этой точки. Вот. Если у вас идет он с другой части, значит, вы разрезаете там, где заканчивается ваша предполагаемая кокетка, так называемая верхняя часть реглана. Вот. И направляете швы в разные стороны, и тогда прокладываете отделочную строчку. Вот и все. Вот и все, что касается нашего рукавчика. Так сделаем же это сейчас. Учитываем, верхняя нить у нас черная, низ светлый, нижняя нить у нас будет светлая. Не забывайте это, пожалуйста. И отстрочим наши отделочные строчки. Ну вот и все. Мы закончили. Мы пришили наш рукавчик, отстрочили отделочные строчки, посмотрели, как это все делается. Я буду дорабатывать кофту дальше. Мне надо обтачку пришить на рукаве, еще закончить ее. И горловиночку. Она у меня здесь будет черной, а внутри белой. Срез не обработанный. Как пришить обтачку на горловину? Есть видео, смотрите, пожалуйста, в обработке свитшота. Там есть целый ролик, посвящен обработке горловины. Я повторяться не буду. Вот так мы славно потрудились. Спасибо вам огромное за внимание. Думала, будет короткий ролик, получился длинным, но хотелось все вам рассказать, чтобы вы могли сделать прекрасное какое-то изделие для себя, для родных. Творите, не бойтесь быть яркими, не бойтесь быть молодыми, даже если вам уже много лет. Не бойтесь быть полненькими. Вы все прекрасны. Надо только уметь правильно украсить какое-то изделие собой. И все. И вы будете самый прекрасный. Всего доброго вам. До новых встреч.